Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Начинаю игру, если что, не с первой секунды старта, как это обычно происходит, потому что я немножко лоханулся, и слава богу то, что я обратил свое внимание на второй монитор, потому что если бы я не обратил свое внимание на второй монитор, то я бы сам с собой отлично поговорил бы вот эту вот игру. Немножечко так лоханулся, не запустил OBS запись, но хорошо, что обратил внимание и запустил. Все в порядке, теперь погнали, будем погружаться в эту игру. Пока все без челленджей, я сам себе создам челлендж, и я уверен, вам он очень понравится. В общем, присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если не подписан, подписывайся на мой телеграм-канал, но если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Сразу хочу сказать, что я еще не до конца выздоровел, к сожалению, да, ну это можно, в принципе, услышать, что я намного лучше себя чувствую из-за того, что голос у меня такой, знаете, бодрячком вообще. Вот. Но могу там, знаете, там покашлять. Короче, поймете меня, если что. Правильно? Правильно. Вот. Вы спросите, что же за челлендж, да? Ну, скорее всего, если у меня получится, то по превьюшке вы и сами все это прекрасно поймете. Эту игру, если что, я начинаю не сам. Я начинаю вместе со своим подписчиком Марком. Вот, мы с ним немножечко так обговорили до этой игры, что если ему упадет пакт мертвецов, он мне найдет венгу. Для того, чтобы полностью реализовать синергию наблюдателей. То есть, вот. Опа, опа, опа. Инвестиция в лучшее будущее. Сюда. Как же меня бесит вот это вот друидов выкидывать на стол. Опа, кулончик, спасибо. Меня очень сильно бесит то, что разработчики сделали вот этот вот прикол с тем, что тебе нужно выставлять на стол друидов, чтобы заабузить инчу, либо кого-либо еще. Это меня нереально бесит, если честно. Такой тупизм. Ну, я не знаю, почему разработчики так сделали. И будут ли они менять эту механику в будущем, тоже неизвестно. Может, это, знаете, такой чисто лайфхак от разработчиков усложнить тебе игру. Ну, да. Ну, либо же это один из багов. Блин, тут я, к сожалению, раунд проиграю. Я на самом деле так хотел этот раунд выиграть. Ну, ладно. Тут просто сларк с обалденными предметами. В общем, что я себе придумал за челлендж? Я буду реализовывать нового героя. Это Кес. Я буду реализовывать его под синергией наблюдателей и, соответственно, под синергией убийц. И так же самое я вот взял кулон второго тира. Его сразу, я думаю, уже понимаете, к чему это все идет, да? Вот этот вот кулон второго тира. Я хочу вам сразу сказать то, что его нужно отнести в 4-й тир, либо в 5-й тир. Потому что очень жесткий этот кулон, с ним много чего интересного можно сделать. И самое главное то, что он очень жесткий. Вот просто поймите, он очень жесткий, я все вам покажу, надеюсь, у меня получится. И вы все сами прекрасно увидите. Этот кулон, он почти под любого героя идет, особенно жесткого керри. И прикол в том, что на этот кулон работает еще и маска 5-го тира, хотя она не должна работать, ну, вообще. Да, она работает на тычке, эта маска. Но та же самая бабка под этим кулоном, под посохом 3-го тира и с маской 5-го тира, и под критами, ты шо, она такое выдает, что ну его в баню. А если ты поставишь еще 9 магов, то там забей. Вечное обледенение, миллиард урона. Это, короче, это жесть. Я вам обязательно все покажу. Я еще буду раскрывать этот кулон на 200%, но сейчас вот будет с кезом раскрытие, потому что я в целом хочу вам показать импакт этого кеза. Тут хорошо, что я проиграл. Я хочу еще найти одного жреца и поставить себе лустрик, потому что стол у меня довольно-таки слабый. Я буду проигрывать, и из-за этого я талант, кстати, на монетку за поражение взял. Тут, я думаю, и сами прекрасно понимаете, да? Вот. Берем кулон. Он у меня уже есть. Надо найти будет посох 3-го тира. Нужно будет найти призму. Нужно найти будет БФ, рефрешер, ну и бессмертие 5-го тира. Ну, либо маску 5-го тира. Я хочу, конечно, бессмертие. Почему? Потому что, ну, вы сами все увидите. Я уже этого героя немножечко попробовал, что он из себя представляет и как его можно сделать. Я вам скажу так. Под синергией наблюдателей под 6 убийцами это машина. Машина, потому что если под его способностью вылетает крит, и с вот этими вот всеми предметами, то там криты вылетают по 4-6 тысяч урона. Так и мало ли того, что твои обычные тычки, они ж магические. И вот этот вот посох 3-го тира, он эту магическую тычку увеличивает в 3 раза. То есть представь себе, у тебя условно 300 урона с руки, посох 3-го тира делает тебе в 3 раза больше, и у тебя 900 урона с руки. И это не способность, если что. То есть морскими
ты не порежешь вот этот урон с руки. Вот вдумайтесь на секунду, да? Ты можешь этот урон порезать только с помощью шара бездны и любых других предметов магического сопротивления, но не, соответственно, этими морскими. Это такой бред, если честно. То есть морские не работают на обычную тычку. И тут, я думаю, вы прекрасно понимаете, к чему я веду, то, что урона будет тонна. Да, условно, там, Хускар, если против тебя в 3 звезды будешь шаром бездны, ты урона с руки будешь наносить, ну, поменьше, но на самом деле это не критично. Думаю, у меня получится здесь показать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не хочу закадывать, поэтому посмотрим. Вот, раунд будет заканчиваться очень быстро, и вот под синергией наблюдателей под призмой Кез будет бить четверых героев. И я напомню, как работает способность Кеза. Он встраивает свою тычку между промежутками. То есть он дает 2 тычки в своей способности. И вот вся эта тычка, она все встроенные модификаторы атаки тоже впитывает. И получается так, что Кез по 4 героям очень быстро наносит свою способность. При этом, если вылетает крит... Я, кстати, сейчас хочу посмотреть, кого я могу заблокировать. Так, охотников нет, убийц точно нет. Надо воинов, наверное, посмотреть, да? Да, давай воинов посмотрим. Ну, только воинов блокировать. Ну, воинов дорого блокировать. Очень дорого. 26 монет. Я, наверное, воинов блокировать не буду, но посмотрим. Так вот. По 4 героям под синергией наблюдателей с призмой он будет наносить свои тычки, и все эти тычки будут идти с БФом. А так как 2 раза будет наноситься эта тычка его встроенная, то это будет 2 раза урон с БФом. А под посохом 3-го тира там космос урон. Если в эти тычки вылетает крит, там забей. Крит x4 под убийцами, это нечто будет. Самая главная проблема это собрать раннего Кеза, потому что если ты его очень долго собираешь, и если тебе очень долго не идут предметы, вот эти, которые я хочу именно. Да, можно его сделать, конечно, физ, керри, это будет тоже очень сильно, но самое главное, чтобы вы нашли БФ-ку себе, потому что без БФ вы очень долго будете защищать вражеский стол, несмотря на то, что вы будете там по 4 цели сносить. Вот. Так, уровень берем. На 7 уровне буду ролиться. На 15 раунде я буду брать талант себе на минус 1 монетку от стоимости фигур. Тут, я думаю, и сами прекрасно понимаете, да? Вот. И мне самое главное, это все-таки посох 3-го тира найти. Тут есть мастерская бума, что классно. Есть аптечка, но я аптечку не хочу брать. Вот. Ну, потому что мне надо аптечку не брать. Ну, посмотрим, может аптечка упадет, и тогда буду совершенно по-иному думать, и, может быть, на 10 уровне начну ролиться. Ну, короче, посмотрим. Посмотрим. Вот, чел на первом месте там уже имеет огромный винстрик. Тут, кстати, есть реликвия талантов, хаотичный договор, двойные мобы. Ну, кайф, если честно. Я бы, на самом деле, хотел себе даже хаотичный договор, чтобы найти себе либо предмет 3-го тира, либо же найти себе предмет 4-го тира. Ну, посмотрим. Ну, хочется. Сейчас посмотрим, что упадет. Ну, я, если честно, я буду брать все-таки хаотичный договор. Надо хаотичный договор брать. Сейчас Хусика возьмем. Так, это продаем. Это мы так сделаем. Это уберем со стола. Мне нужно сделать минимум 7 лустрик. Тогда я буду получать кучу денег с помощью хаотичного договора. Вот. Я еще просто думал, только что брать хаотичный договор или все-таки взять двойных мобов, либо кабанчиков. Но все-таки выбрал взять хаотичный договор, потому что, ну, реликвия кабанчика будет занимать очень много стола, и я буду довольно-таки рано ролиться. Напомню то, что клевер бафнули, теперь клевер работает как на эльфов, так и на убийц, но насколько сильно он умножает баф эльфов и убийц, если честно, без понятия. Поэтому, если кто-то шарит, то напишите в комментах, как он все-таки будет умножать сейчас, может, что тестировал, вот. Но тоже, я этот клевер не особо буду сейчас рейтить из-за того, что у меня совершенно иные предметы нужны для Кеза. Там чел на убийцах тоже собирается играть, и меня это напрягает. А еще чел через древних чернокнижников будет играть. Плюс воины нарисуются. Ну, в общем, будет интересно. Марк пока непонятно, на чем будет играть. Для меня это, в принципе, хорошо. Эльфы соберутся еще. В общем, будет интересная игра и довольно-таки потная. Мы же прекрасно помним, да, то, что когда я играю со своими подписчиками, то начинается полная вакханалия. Моим подписчикам идет все, а Санечке идет от слова ничего.
Вот давайте так. На каком раунде я соберу себе Кеза в 3 звезды? Пишем в комменты. И держим за меня кулачки, то что я довольно-таки рано его соберу. Потому что если я рано его не соберу, то будет печально. Печально будет для меня. Так что вот так вот. Хаотичный договор, если что, пока что не юзаю, потому что я хочу еще, ну, может, еще один раунд это тут проиграю, тогда заюзаю хаотичный договор, а может, еще парочку раундов проиграю. Чтобы у меня этот хаотичный договор намного дольше продержался. Потому что на 20-м раунде мне может упасть совершенно другая реликвия. Но я хочу, если честно, на 20-м раунде получить себе реликвию мастерской бумы, чтобы предметы переделывать. Вау. Мишка пришел. Вот. Ну это закон подлости. Когда мне этот Мишка понадобится, он мне в жизни не придет. Вот он идет. Так, будем вот этих вот ребят покупать. Вот этого тоже уберем, он мне не нужен. 4 убийцы у меня уже есть. Активируем хаотичный договор и выставляем себе немножко сильнее стол. Чтобы поменьше получать в табло. Скорпиончика продам, я вот так вот сделаю. Вот. Я не думаю, что я сейчас буду раунды выигрывать. Стол у меня до сих пор, если что, слабый. Но и самое главное, сейчас мне придерживаться того, что мне нужен минимум 7 лустрик для того, чтобы получить предмет 3-го тира. Конечно, бы хотелось бы получить 10 лустрик и получить предмет 4-го тира, но мы помним то, что мне нужен посох 3-го тира критический, и призма мне нужна. Потому что без призмы, без посоха у меня не будет того, что я хочу. Ну, конечно, хотелось бы еще и БФ найти. Блин, много чего хочется, много чего надо. Это как база, да? Я вот почему так БФ речу. Потому что без него вот, в действительности урона будет катастрофически мало. А вот с БФом, с призмой и со всем этим, то ты стол будешь зачищать просто нереально быстро. Наконец-то Кес ко мне пришел. Так, я вайп... Кого продать можно? Тебя продам. Тебя продам. Тебя пока уберу, предметы в Кеза закину. Я могу, в принципе, лустрик убрать, поставить себе 6 убийц, и уже будет поприятнее сидеть. Я сейчас, в принципе, за поражение монетку получу. Хотя, ладно, уберу вот этого вот убийцу Горна. Так, пока терпим и ролимся. Баночки есть. На автопокупку на всякий случай Кеза ставлю. В общем, какие топовые предметы под эту сборку насчет Кеза? Я буду называть с 5-го тира по 1-й тир и, соответственно, немножко буду объяснять, почему именно этот выбор предметов, да? И начну с 1-го тира, но в дальнейшем вам с 1-го тира придется отказываться, сразу говорю. Нужны ли мне волшебники заранее? Я думаю, не нужны. Так, 6 убийц есть, и вместо одного убийцы... Кого? Не вижу. Или не буду ставить. Я, наверное, сейчас синергию наблюдателя не буду ставить. Или поставить. Ладно, поставим, попробуем. Клевер я, если честно, хочу скипнуть, он мне не нужен. Я возьму палку, чтобы была скорость атаки. На самом деле, вот этот вот герой, он прикольный. Кстати, как можете обратить свое внимание, то криты показываются синим цветом. Что интересно. Физический крит, он показывается красным, магический он, соответственно, показывается синим, а чистый, ну, белым, золотым, можно сказать. Падла на Кезе, давай ты мне будешь нормально идти, пожалуйста. Хватит испытывать мою нервную систему. Ох ты ж падла какая. Ладно, я пока что лустрик уже буду убирать. Я уверен, что в любом случае буду проигрывать. Но мне просто нужно уже крепче стол делать. Если я таки останусь, то как же меня будут пинать? Рики буду собирать. Ну, Рики всегда полезный герой, да? Тут как бы... О, наконец! Наконец-то Кез в 2 звезды! Ты что? Ля ты какая имба. Ману плюс 50 взял, чтобы он сразу кастовал свою способность. Сейчас у меня Кез будет по 2 целям кастовать свою ультуху. Соответственно, при синергии... Ну, давайте так. Как работает синергия наблюдателей? Кто вдруг пропустил мой обзор на батч, то синергия наблюдателей работает следующим образом. При синергии 1-го уровня ваша таргетная способность будет лететь по 2 целей.
При синергии второго уровня ваша способность будет еще лететь на одну цель больше, то есть по 3 целям у вас будет лететь таргетная способность и, соответственно, плюс одна цель к таргетному предмету. То есть у вас будет 2 безоружия лететь, 2 хекса и тому подобное. Соответственно, если мы призму закинем, то у вас будет лететь предмет по 3 целям. И скилл таргетный будет лететь по 4 целям. Это на самом деле очень прикольно и очень сильно. Вот. 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 В принципе, все. Но убийца это убийца. Там есть некая вероятность, что сработает крит. Крит x4 на 2 уровне. До 400%. Соответственно, будет довольно-таки сильно. Вот. Так, я раунды начал что-то... Зевс? Вопросов не имею. Вопросов не имею. Он еще и моего кеза покупает. Ах ты ж падла. Вот закон подлости. Как только я хочу собрать что-то интересное, что-то необычное, сам себе челлендж закидываю, все, кто-то начинает тырить моих героев. Падла. Ну ничего, ничего. Мы с тобой еще пообщаемся, дорогой. Мы с тобой еще пообщаемся. Даже, кстати, сейчас можно обратить внимание, как кес на самом деле наносит свой урон. Пока что слабенько, но наносит. У него просто здесь огромный у него огромный винстрик, у него огромный стол, тут забей. Так, немножко усиление идет, мне идет Рики. Я хочу Кеза, идет Рики. Вот. Так, по предметам, начиная с первого тира. Ну, первый тир это дефолтный тир, это палка, минус броня. Если жетон не упал второго тира, то, соответственно, палка, минус броня, плюс хпшка, плюс мана-реген. Ну, медальон там на магическое сопротивление, если надо. Из второго тира молнии, плащ-пальто, мана плюс 50, жетон, который возвращает урон, жетон отступника, который дает и на 50% больше урона по той же расе либо классу. Ну и жетончик, который, точнее, кулон магии, который перевоплощает весь твой урон в магический. Я этот кулон буду рейтить, это очень имбовый кулон. Я серьезно говорю, его надо переносить в 5 либо в 4 тир, потому что в 2 тире он слишком дешево стоит, но импакта он дает миллиард. Кто-то подумает, типа, ну этот кулон можно легко контрить с помощью там магического сопротивления и тому подобное. Ребят, сначала попробуйте сыграть, потом приколитесь. Я же говорю, единственный урон, который стычки вы можете понизить, никакая кираса не поможет, ничего такого, поможет только шар бездны, ну и, соответственно, там всякие магические сопротивления предметы. И все. Это все, что вам поможет. Больше ничего вам не поможет против этого. Морские не помогут. Морские режут только урон от способностей. Вот и все. Третий тир. Именно под Кеза. Естественно, посох третьего тира, если есть жетон, это имба. Ультра имба, потому что x3 урон у вас будет как стычки, так и со способности. Призма, соответственно, это чтобы сделать еще больше таргетных целей под своей атакой. Мифриловый доспех, мана-реген плюс, соответственно, таргетную способность скидывать себя. Но есть такой вот моментик, что если у вас, ну там нету мифрилового доспеха, ого! Горный вождь в 2 звезды на 8 уровне. Марк уже показывает скиллуху. Я, кстати, таблицу урона забыл открыть, сорянчик. Кес начинает идти. Давай, Кес, я в тебя верю, но мне идет что-то больше Рики, нежели Кес. Нормально. Нужен ли мне этот тип? Вообще нет. Вообще нет. Он как бы прикольный, он стягивает, контроль дает, станчик, это время подышать, но блин. Если честно, мне его сейчас пока что некуда засунуть. Я хочу собрать убийцу Горна в 3 звезды. На всякий случай. Он пригодится, вдруг чего может быть Горн мне понадобится поставить. Вместо Скорпиона. Да, Скорпион мне вообще в целом не нужен будет, потому что я его продам, мне нужно будет поставить 2 волшебников. Да и Мартретка есть, которую хочется поставить. Но мне и Сларк нужен будет. Понимаете? Это чтобы морских поставить, если вдруг против него магическая сборка соберется. О, мастерская бума. Здорово! Сюда эту прикормку. Так, 7 лустрик у меня есть. Отлично. Рики в 3 звезды. А, не, Рики не в 3 звезды. Мне показалось, что я уже Рики в 3 звезды собрал. Так. Так, мне осталось 2 Кеза. Мне кажется, я быстрее Рики соберу в 3 звезды. Так, надо лишние предметы сейчас переделать. Башер. Ну, Башер на самом деле мне не нужен.
Ёлки-палки, какие же классные предметы, но мне они не нужны. Боже, лучше бы я взял тут предмет. Степларка есть. О. Ну, благо это не убийца нашел. Благо это не убийца нашел. Марк будет играть через нежить дракона. Я понял тебя. Понял, принял. Это будет сильно. Нежить на самом деле очень жесткая. Если особенно правильно предметы собрать, как я показывал под нежить, на выживание, на перерождаемость и тому подобное, то забейте, там просто разрыв лютый идет. Блин, что меня больно. Ну тут 9 убийц, что я хотел. Кес, живи! Кес, живи! Винстрик сюда! Сюда, Винстрик! Здорово! Плюс 14 монет сюда в копилочку. Спасибо, красавчик. Так, это мне скорпион не нужен. Кеза убираю на скамейку, потому что там типчик тоже собирает себе. Кеза. Я таким образом себе повышаю шанс выпадения Кеза. Да падла ты, где ты? Омник есть, вот это плохо. Омник, кстати, тоже хорошо дефает меня. Рики. Спасибо. Как же мне охренительно идет. Еще один Рики нужен. Давай, 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 надо успеть. Не того убрал, не того убрал. Сделал, что у меня 5 убийц. Плохо. Очень плохо. Знаете, в чем еще прикол Кеза? То, что когда ты его собираешь в 3 звезды, он свои способности на 3 секунды станет. Это очень много. Ладно, я уже из экономики вышел, я думаю, можно идти полностью в ролл. Посох 3-го тира нашел, спасибо. Спасибо. Не знаю, я, наверное, еще хочу найти призму себе из 3-го тира, раз я уже начал ролить. Либо подождать 25-й раунд и там поролить, и найти себе призму. А, там... Пока непонятно, о чем там Марк играет. Воины здесь уже собрались. Пу-пу-пу. Кстати, если что, то эта способность, она может кастоваться с места. То есть, если в радиусе есть герои, то эта способность может кастоваться с места, потому что там есть диапазон. То есть, ему не обязательно быть впритык, чтобы кастануть свою способность. Так. Ну, надо ролить. Нет, от зимнее объятие, ни к селу, ни к городу. Там есть, если что, наследие, есть призма. Погнали. Вот это я понимаю, имба. Все. У меня есть все предметы из 3-го тира, которые мне нужны. Нету только мифрилового доспеха и наследия духа огня. Но это не так уж и сильно важно, если честно. Сейчас эти предметы, которые есть у меня, они важнее. Сейчас у меня будет Кес кастовать по 3 целям свою ультуху. Так, ладно, я не рассказал вам по поводу предметов. Теперь предметы 4-го тира. Какие имбовые там? Естественно, драконий рог, рефрешер, БФ. Если это все под посохом 3-го тира, если это все под призмой, под кучей целей. Короче, вы поняли. БКБ, ну, дефолт, да, БКБ это хороший предмет, который нужен. Арчит, ну, можно, в принципе, и арчит брать, потому что арчит будет кастоваться по многим целям с помощью призмы, с помощью синергии наблюдателей. И, соответственно, Башер 4-го тира неплохо будет смотреться, потому что контроль. Что еще такого из 4-го тира прикольного? Рики в 3 звезды, здорово, спасибо. Так, 25-й раунд, а Кеза до сих пор нет. Мне нужен Кес, очень нужен Кес. Не знаю, наверное, после этого раунда полностью сролюсь и буду пытаться найти себе Кеза. Потому что там столы у моих противников, извините меня, добротные. Они меня могут не простить, хотя посох уже стакается потихонечку. Зевс 2 звезды. Марка там, конечно, нормально заряженный такой стол. Нормально живем. 1000 магического крита. Хорошо. Ну, можно цепочку взять, потому что цепочка, в принципе, работает на Кеза.
А можно вообще рольнуть предметы? Ну, пока не буду. Ну, пожалуйста, Кес, не выеживайся. Ритер идет. Ладно, терпим. Пока немножко терпим. Ладно, полностью, короче, сролюсь. Мне надо усиление здесь и сейчас. Пожалуйста. Ну, Кес. Ну. Я достану нож и буду тебя резать. Какая же ты мерзость. Просто какая ты мерзость. Ни Сларка, ни Кеза. Столько денег строил для того, чтобы пытаться найти этого Кеза. Чел под эльфами через темпларку, ну... Кстати, посмотрите на урон, если что, этого Кеза. 8000 урона. Нормально, да? Уже урон пошел. Так это у меня еще нету, если что, синергии наблюдателей. И нету БФа. Ча. Тут очень сложный выбор. Мне и Гритер нужен, и Мартретка нужна. Темпларка в 2 звезды. Марк, кстати, как-то быстро вылетел. Печально. Все нужно. Вот все, что есть на столе, это надо. Ладно, я одного Сларка продам. Оставлю Гритера. Я почему Гритера так речу? Во-первых, он даст очень много скорости атаки и, соответственно, противников еще дебафнет жестко. На, просто. Я напомню, что это воина, кстати. Почти 12 тысяч урона. Это у меня Кес еще не в 3 звезды. Подожди. Будет Кес в 3 звезды, мы с ним пообщаемся. Ну, одного, пожалуйста, дай ты уже одного, падла. Ладно, я Сларка продам. Понял, спасибо. Ладно, мне БФ надо поискать. Пожалуйста, БФ с первого раза. Рефреш. Рефрешер хорошо тоже. 2 раза кастануть свою способность, это очень сильно. Там чел на первом месте играет через цветку, через импресску. Не, ну мне здесь по-любому нужно будет найти себе БФ. А, эта тварь будет через инсектоидов играть. Фу. Вы прикиньте, тип вместо того, чтобы играть на убийцах до конца, он просто взял и перестроился в инсектоидов. Фу-фу-фу-фу-фу. Минус уважения таким типам. Просто минус уважения. Кстати, нормально я тут подрезал его. Но он еще не сидит на инсектоидах, но все равно. Это жестко. На, просто скритаем преску вынес. Бэмс, 2000 урона скрита. Нормально, да? Если что, у меня 160 урона с руки. Но под посохом 3-го тира там в 3 раза больше, но все равно у меня 160 урона с руки, ребят. На секундочку. О, предметы, это хорошо. Пожалуйста, дай. Дай Кеза. Кеза, дай. Дай Кеза. Ну. Ладно, ману плюс 50 скипаю. Драконий рог, это очень круто, но он мне не нужен. Понял, спасибо, лучше бы взял драконий рог. Да. Мне нужен БФ. Если я хочу быстро чистить инсектоидов, нужен БФ. Так, по поводу предметов 5-го тира на Кеза, я тут немножко уже отвлекся, потому что, ну, реально эмоции играют через край. Предметы 5-го тира. Под посох 3-го тира, сразу говорю, под призму, под синергии наблюдателей. Все остальное, это надо отталкиваться немножко иначе. То есть, если вы играете через физурон, то, соответственно, нужно немножко другую сборку делать. Но, в любом случае. Найс у меня вынес.
Бессмертие. Хекс. Ну и все, в принципе. Бессмертие, Хекс. Это все, что нужно под призму и тому подобное. Можно, конечно, взять еще на урон себе там рапиру, криты. Но если вы берете рапиру, то, соответственно, вам нужны предметы на подсейв. Нет предметов на подсейв, соответственно, ну, мы ничего не делаем. Мы не берем рапиру. Потому что вы эту рапиру можете спокойно проиграть. Нужно рапиру убрать только в том случае, если вы уверены в том, что вашего керри не снесут, и вы будете выигрывать раунд 200%. То есть, условно, у вас есть темпларка со своим щитом, который может выносить, и бессмертие. Вот. Бессмертие, Хекс. Можно, конечно, Мьёльнир взять, но, как по мне, Мьёльнир это такое, но, в принципе, можно и Мьёльнир взять. Криты неплохо смотрятся, рапира неплохо будет смотреться. Щит 5-го тира, ну, только на подсейв, если упало рандомно. А так, бессмертие намного красивее и лучше будет смотреться. Так, реликвия талантов, берем, естественно. Я обожаю эту реликвию, я считаю, что она самая имбовая. Пожалуйста. Бог ты мой. 31 раунд. Я ролился миллиард лет для того, чтобы найти Кеза в 3 звезды. 3000 лет я ролился. Там челы находят себе берсерков всяких в 2 звезды. Да, ладно. Теперь выходим в деньги. И все. Идем дальше в уровень. Кстати, хочу сказать то, что под такую сборку можно сделать еще одну сборку. Это 9 убийц и просто одна синергия наблюдателей. В принципе, этого тоже будет достаточно. По 2 целям кидать свою способность. Можно, конечно, закидывать иначе там. Ну, не знаю. Мне кажется, и синергия, первая синергия наблюдателя тоже, в принципе, с головой достаточно. Потому что вы все равно призму будете брать. Самое главное, это вот посох 3-го тира найти и тому подобное. Жить, не тужить. Ну, больно. БФа не хватает, чтобы чистить. А, маска ж 5-го тира, забыла. Из 5-го тира маска хорошо еще будет смотреться. Отлично. И вот, смотрите, какую можно сборку еще сделать. Можно сделать себе, в принципе, 6 убийц, 4 полуорка. Неплохо будет смотреться. Можно сделать себе 6 убийц, 4 морских, 4 наблюдателя, что будет тоже очень сильно, от магии защищены и тому подобное. Ну, от прокаста магического. Ну, вот просто от прокаста. Можно 9 убийц. А если, соответственно, у вас все хорошо, пришел ранний кест, то можно вообще в уровень идти, поставить себе 9 убийц, 4 наблюдателя. То есть, на самом деле, сейчас в текущем патче настолько много чего можно сделать, что аж диву даешься. Короче, вы поняли. Пробуйте, тестируйте, реализуйте. Не стесняйтесь. Меня, если честно, чел на инсектодах очень смущает. Если он найдет себе камень Киры, то это будет почти нереально снести. Не, ну я думаю, если найду БФ, найду себе бессмертие и наследие духа огня, я смогу спокойно сносить. Кстати, по поводу наследия духа огня. Во-первых, наследие духа огня классно тем, что когда ты после перерождения выносишь типов и выживаешь, то, соответственно, ты стаки посоха сохраняешь. Что круто на самом деле. Бэмс. Мне, кстати, интересно, если что-то в комментариях меня поправьте, когда он юзает свою способность, уклонение эльфов работает или не работает? Я думаю, не работает. Кстати, инсека вынес. Мне еще нравится тем, что он на 3 секунды оглушает, так еще и там процент от максимального хп здоровья противника наносит, это ульта его. На самом деле очень много урона Кес дает. Типа не очень бесполезный герой. Я изначально подумал, что это будет такой слабоватенький герой, но если его правильно реализовать, то герой может. Урон главное найти. И главное свою сборку построить заранее. И, соответственно, чтобы он тебе рано пришел. Потому что очень комфортно собирается Кес. Можно еще, конечно, 6 магов сюда запихнуть. Кстати, 4 наблюдателя сделать, что тоже будет круто. Но тоже, если это будет против инсеков, то, соответственно, 6 магов нахрен вам не надо. Лучше играть через убийц. Бэмс. Бэмс. 4500 крит. 4000 крит. Отцепись. 4500 крит с руки, ребятки. 4500. Держу в курсе.
Посох третьего тира не имба. Не-не-не-не-не. Чел, конечно, очень странно там играет на втором месте. У него 4 древних, 6 чернокнижников, но играет через берсерка по итогу. Я бы понял, если он играл там через алхимика, потому что, ну, это было бы прикольно, это было бы сильно. Воины меня смущают. Потому что этот воин может кидать свой дум в моего Кеза. Не будет печально. Но у меня сейчас ХП много. Я, в принципе, иду дальше в хорошую экономику, буду идти в уровень. Я дальше поставлю себе сильнее стол. Чел на инсектоидах, по-моему, вообще не понимает, как ему играть на них. Ну и слава богу. Надо, кстати, будет вот это вот кольцо в любом случае скипнуть, потому что все агриться будут на меня. О, Кираса. Ну, я думаю, он Кирасу возьмет 100%. Да, там, конечно, инсект с миллиард предметами. Главное, чтобы сейчас Дум меня не полетел. Главное, чтобы меня сейчас Дум не полетел. Бэмс. Ну, красиво выглядит, конечно. Да ну жить! Козел на Думе. Прикол в том, что еще эти воины не работают против Кеза из-за того, что он меня бьет магическим уроном. Ну просто у этого типа хорошие предметы против меня. Сейчас будет круто, если мне упадет с моба наследие духа огня. Не важно, что я тут беру, сразу говорю. В любом случае, у меня все таланты активированы. Так. Рольнуть предметы. Но я на самом деле не очень хочу спешить ролить предметы. Надо подождать сейчас, что упадет с 35-го раунда. Но вдруг мне БФ упадет с первого раза. Я тогда сразу буду предмет 5-го тира искать себе. Потому что с 5-го тира предметы мне тоже нужны. Мне нужно бессмертие. Хекс тоже подойдет. Бэмс. 3000 крит. Посох 3-го тира упал. И БФ. О, сюда. Вот это сейчас будет красиво. Как говорится там, Сань, сделай красиво. Делаю. Так, Кираса там есть и бессмертие. Мне надо бессмертие. Ну, кстати, можно взять камень Киры и попробовать под камнем Киры сделать. Вы прикиньте, под камнем Киры Кеза с такими предметами. Там же будет миллиард урона. Просто у меня будет с руки 1000 урона. Под посохом третьего тира у меня будет 3000 урона с руки, а криты будут там вообще по 12 тысяч. Но я возьму Кирасу. Я возьму Кирасу, потому что там есть воины, есть берсерк. Я не очень сильно хочу получать табло. Мне надо как-то жить. Ой, хорошие предметы тут у типа. Но мне плевать. Я должен его сносить. На всякий случай горну возьму, может пригодится. Но сейчас контент пойдет. Сейчас контент будет на 200%. Чекайте. Козел. Я баш поймал в лицо, потому что у тебя башер 4-го тира. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, я Кеза поставлю на первую линию. Какой ты огромный. Я Кеза поставлю на первую линию, чтобы он не прыгал в этого берсерка, не получал себе стан в лицо. Стаков на посохе у меня сейчас очень мало, но в принципе я должен их спокойно сейчас набрать. БФ есть, все есть. Я должен сейчас хорошо себя чувствовать. Сейчас дальше тупо иду в уровень. Я, может, даже поставлю себе 9 убийц. Не буду ставить себе синергию фулл наблюдателей. Хотя я не видел Вингу в целом. Может, не надо будет, наверное, поставить 9 убийц, потому что Вингу я не видел. Либо не обратил на нее внимания, пока искал Кеза. Бэмс. Просто секунда, нет стола. Жесть. Вот это я понимаю мощь. Запредельная. Так, там тоже типа снес. Хорошо. Отлично. Ну, я думаю, 9 убийц я буду ставить. 4 морских мне здесь не нужны. А Вингу я как бы не вижу.
Наверное, Марк Вингу не нашел. Ну, ладно. Что ж. Что ж. Нет так нет. Ну-ка, ну-ка. 16 стаков на посохе. Поехали. Это воин. Что сейчас будет с воином? Бэмс! Реально, если бы у них не было бессмертия вот этой вот всей шляпы, то ран бы заканчивался за секунды. Ай-яй-яй, у меня Кез сдох. 40 тысяч урона от Кеза почти. Хекс. Я возьму Хекс. Хекс, чтобы вражеского Кири просто в ФК режим вставлять. Правильно. А Кирасу я могу перекинуть в Гриттера. Пойдет. Итак, смотрим. Стоит чуть больше народа, пусть будет. Вот прикиньте, если бы я Кеза намного раньше бы собрал, я бы мог здесь такое почудить. По-моему, это сейчас будет последний раунд. Хотя стаков на посохе у меня мало, но у меня сейчас будет по 2 целям лететь Хекс. Из-за того, что у меня только синергия первого уровня, наблюдатели не будет по 3 лететь. Ну-ка. Ну-ка. Бэмс. Реально. Если бы у него не было бессмертия, и так он кучно всех поставил, то я бы этот раунд за секунду бы забрал. Но это все равно круто получилось. Ты шо, столько урона. Но, что я хочу сказать. Кез был раскрыт на 200%. Я его по максимуму раскрыл. Воины для меня вообще забей. Их даже не почувствовал. Но вот этот вот парень сделал ошибку. Но я понимаю его немножко, почему он так сделал. Во-первых, из-за того, что там у него все бафы, дебафы есть. Плюс синергия древних у него есть. Ну, короче, я его прекрасно понимаю, зачем он именно так сделал. Но ему не надо было берсерка керить. Ему надо было бы керить алхимика условного. Ну, тоже, я думаю, это не помогло бы. Потому что Кез наносит 30% от максимального хп противника. От максимального хп героя. Это очень много урона. Вы сами, в принципе, видели. У меня Кез с руки 4500 урона давал. 4500. И это, прикиньте, я еще полностью не реализовал свою сборку. Я мог ее еще жестче сделать. Я мог бы здесь поставить 4 наблюдателя, 9 убийц, что было бы вообще имбово. Потому что напомню, что синергия 9 убийц дает тебе 100% крит после того, как ты заберешь хоть одну цель. То есть у меня бы Кез 2 раза ультовал и все время критовал бы. Имба. В общем, я считаю, Кеза раскрыл на 200%, поэтому что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях, не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал, все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!